Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить всем известные булочки с корицей в ПП-варианте. Они невероятно ароматные, мягкие и сладкие. Мои синнабоны отличаются высочайшим содержанием белка. Для коржей нам понадобится 250 грамм творога. Подойдет любой творог, в котором нет избытка жидкости. Добавляем 50 грамм натурального йогурта без добавок. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Получается вот такая гладкая однородная масса. Добавляем в нее одно яйцо и размешиваем до однородности уже лопаткой. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. 150 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Основную часть в этом тесте должна составлять именно глютен, содержащая мука. И 60 грамм соевой муки. Она помогает нам увеличить количество белка в готовых булочках. Можно полностью использовать пшеничную, но количество может немного отличаться. Сюда же добавляем 4 грамма соды и подсластитель. Перемешиваем все сухие ингредиенты. И добавляем к ним жидкие. Тщательно соединяем их сначала лопаткой, а потом руками. Должно получиться мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Это нормально, это нам не помешает. Причем с более мягким тестом и булочки получатся мягче. На коврик или бумагу для выпечки насыпаем немного муки. Выкладываем тесто. Разминаем его руками. Накрываем пищевой пленкой и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра. Можно сделать потолще, если хотите получить объемные булочки. Нужно постараться сформировать из теста прямоугольник. Снимаем пленку. Промазываем тесто кокосовым маслом. В качестве посыпки у меня будет 10 грамм корицы и подсластитель. Перемешиваю. И присыпаю всю поверхность теста через сито. Я сразу сделаю один разрез, но это не обязательно. Скручиваю тесто в рулет. Очень удобно это делать с помощью коврика. Получились вот такие очаровательные ароматные рулеты. Чтобы нарезать их на кусочки и не помять, очень удобно воспользоваться нитью. Пропускаем нить снизу, оборачиваем вокруг рулета и затягиваем. Прижимаем край теста и подклеиваем, чтобы булочки не развалились. Таким же способом нарезаем все булочки. Форму для выпечки слегка промазываем маслом. И выкладываем в нее заготовки. Хорошо, если форма будет чуть больше самих булочек. Но это не обязательно. Если такой формы нет, то можно выпекать и на противне. Отправляем выпекаться при температуре 180 градусов Цельсия, примерно на 20-25 минут. Время может отличаться. Вот такие очаровательные улиточки получились. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Важно остановить выпечку, как только шпажка из середины булочки выходит сухой. Соприкасающиеся булочки могли слипнуться в процессе выпечки. При необходимости отделяем их друг от друга. И поливаем их каким-нибудь полужидким сладким соусом. У меня это протеиновая сгущенка, рецепт которой мы выпускали на канале Артема. Ссылку на нее оставлю в описании под видео. Но также в качестве соуса может быть любой сироп или мед, мягкий творог с подсластителем, ореховая паста, апельсиновый курт или все, с чем бы вы хотели сочетать булочки с корицей. В этой поливке мы будем подавать булочки, в ней же хранить, если требуется. Это поможет сохранить их мягкими надолго. И сверху для красоты и еще более богатого вкуса я поливаю булочки шоколадной глазурью. Ссылку на ее рецепт также оставлю для вас в описании. Вот так вкусно, просто и красиво. Булочки невероятно ароматные. В них много корицы, благодаря чему этот аромат распространяется на весь дом и всех соседей вокруг.
Конечно, они не мягкие, как пух, а чуть более увесистые и насыщенные. Но если их не перепечь и достать из духовки вовремя, то булочки получаются мягкие и нежные. К тому же они очень вкусные, сладкие и ароматные. А также, в отличие от оригинальных, имеют высокое содержание белка и порадуют вас своей пользой, а не только вкусом. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!